Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодняшний наш расклад на достаточно острую, но очень актуальную тему. Оба молчим, что дальше? Когда тишина между вами превращается в ледяную пропасть. Когда в голове тысяча вопросов, но нет ответов. Давайте разберемся на картах. Будьте внимательны и каждому знаку, ведь именно в них спрятана истина. Настройтесь на себя, на свою ситуацию в отношениях, на своего партнера, мужчину или женщину. И по традиции мы начнем с ситуации, которая складывается на здесь и сейчас между вами. И потом будем, как обычно, вытаскивать или выуживать вопросы из потока, да, на вашу ситуацию. И будем смотреть, что дальше, когда тишина между вами превращается в ледяную пропасть. Итак, давайте посмотрим, что происходит между вами здесь и сейчас. Десятка кубков. Смотрите, самая первая карта говорит о том, что не все так плохо было в ваших отношениях, как минимум. И десятка кубков часто о счастье, которое было. То есть в ваших отношениях было счастье, оно может быть. То есть если вы спрашиваете, могу ли я быть счастливым или счастливой с этим человеком, да, оно что у вас было, это счастье, значит можете. Но как бы счастье в прошлом. Возможно, есть в прошлом, да. То есть вы проживали эти моменты. Возможно, вас даже объединяют дети, семья. Но если вы только на каком-то первом этапе, то в принципе вы уже ощущали себя счастливой или счастливым партнером, мужчиной, женщиной в этих отношениях. Окей, давайте дальше смотреть. Смотрите, тут вроде бы вы как прилагали некие усилия и надеялись на то, что все это будет развиваться. Немножко, может быть, даже где-то учились в этих отношениях быть другим или другой. Где-то даже соперничали друг с другом быть лучше в этих отношениях. Где-то показывали своему мужчине или женщине, что вы можете быть лучше и хотите быть лучше. 10 и 3, 13. Резко все, может быть, поменялось. Резко поменялось, и причем обстоятельства пока я не вижу, чтобы они сильно от вас зависели. Да, они могли от вас зависеть только в том случае, если вы не хотели быть лучше в этих отношениях, да, не старались быть лучше. Тройка пентаклей это самосовершенствование такое, да. Вы старались и для себя в этих отношениях, и для партнера, прежде всего, вы меняли в лучшую сторону себя. Может быть, недооценили вас, да. Хорошо, что еще происходит или происходило? Да, восьмерка кубков. Смотрите, восьмерка кубков обычно по этой карте мужчина уходит. И женщина тоже могла отстраниться, потерять интерес, потерять некий такой азарт. И вот сейчас настало время все менять. Вот так, как были ваши отношения раньше по этим двум картам, вроде бы все классно было, ничего плохих карт тут нету. Но вот аркан 13, он все меняет, да. А 13 плюс 8, 21, должен быть выход. То есть на карте прям так и написано: необходимость перемен, потому что есть некое уныние и застой. То есть может быть, или вы, допустим, не получаете или перестали получать удовольствие от этих отношений, да, или видеть перспективу. Как минимум здесь в этой карте женщина загрустила, да, вот в этой колоде, в этой интерпретации. Может быть, точно так же загрустил и мужчина, и он отдалился и ушел. Как минимум, у меня пока что такое, что вы резко стартанули, газанули и прогорели. Бывает ли такое в отношениях? Да, часто и густо. Те, кто там, допустим, очень быстро теряют интерес к партнеру или к партнерше, да. Может быть.
Хорошо, что, ну вот как бы мы смотрим ситуацию, да, мужчина или женщина отстранился, потому что потерял интерес вроде бы, когда, или вы как женщина стали ощущать, что он не такой веселый, или как мужчина стали ощущать, что женщина какая-то не такая, да, стала. То есть вот действительно резко изменилось, может быть где-то даже, ну тут больше уныние и застой, но может быть охлаждение, да, охлаждение интереса. Окей, дальше что? Ну, смотрите, шестерка жезлов в этих отношениях еще было такое, что вот я первый, нет, я первый, я главный, нет, я главная. То есть здесь шестерка жезлов о некой конкуренции в шахматной игре, да. Может быть конкуренция за ферзя, да, за самую сильную сторону. Ну, у меня такое ощущение, что быть сильным, да, то есть что-то кто-то кому-то доказывал постоянно, да. Я самая сильная фигура, нет, я самая сильная. Я самая важная, нет, я самая важная фигура, да. Одному из партнеров здесь важно победить. Ну, как правило, важно победить мужчине. Но это как правило, это не говорит о том, что вам не важно победить, как женщине, да, если вы с точки зрения женщины смотрите. И где-то может быть недооценка одного из партнеров, потому что я здесь вижу старания с одной стороны, кто-то очень старался. Но естественно, если один человек старается, да, то он хочет как бы видеть, что его уважают, ценят как важную фигуру, да. Ну, может быть, оба старались и оба недооценили ни себя, ни партнера. Такое, кстати, тоже бывает. И недооценить себя, там, свои силы, свои старания или недооценить партнера тоже. Поэтому да, здесь о лидерстве и о оценке лидерства и каких-то качеств. Возможно, обвинения какие-то были, да, такое тоже может быть здесь. Ну, например, ты не так стараешься, или ты меня не так понимаешь. Ну, и здесь немножечко радикально это все. Шестерка жезлов, это прям претензия такая, да, некая. Хорошо. Ну, что еще? Давайте посмотрим. Десятка пентаклей. Ну, смотрите, тут как десятка кубков, так и десятка пентаклей. Если это семейная пара была или есть, то здесь выгорание просто вот оно. Вот оно выгорание. Здесь, скорее всего, даже будет мужчина уходить. Хотя и женщина тоже может выходить, как бы ей это все надоело. Да, то есть такая вот ситуация. Ну и вот как бы если вы молчите, то, скорее всего, это вы были достаточно близки. Либо как семья, либо уже прям чуть ли не чувствовали себя парой. Вот, и строили перспективные планы на будущее. То есть здесь и семья, видите, и наследство, и изобилие, и безопасность, и комфорт. И у вас, видите, эти две десятки, вот одна закрывает расклад, а вторая открывает. Если взять две десятки, то это прям, ну, страшный суд. То есть как бы вы вроде бы как хорошо начали, да очень фигово закончили. Потому что страшный суд это как будто бы, ну, искупление каких-то грехов. Прямо получилось, да, то есть где-то оба, ну, здесь у меня почему-то такое ощущение из потока идет, что оба, да, ну, перегнули немножко уже, да, или перегорели оба. Опять-таки, центральная карта женщина, поэтому я так вот склонен, ну, пока что подозревать именно женщину, да, в том, что как бы уныние с ее стороны, да, что она приуныла. Но опять-таки оба могли перегореть и приуныть. Хорошо, ну интересная такая, как бы надежда на перспективу у вас есть. Но учитывая то, что здесь две десятки, прям две десятки, смотрите, 20, да, то есть у вас жить так, как вы раньше жили в этих отношениях, вы уже не можете. 16 здесь, а здесь 13. Здесь 13 аркан смерть, здесь башня, да, то есть здесь все рушится, а здесь так, как раньше, уже нельзя. То есть у вас, по сути, или радикальная перестройка этих отношений, да, как будто бы с чистого листа, либо вообще тогда разрыв отношений и чуть ли не с сжиганием мостов. Да, вот эти две карты, если сложить, получается страшный суд, это воскрешение, да, или воскресенье. То есть, ну, такое, как бы печальная концовка. Поэтому, ну, это если с точки зрения семьи, а если у вас начались отношения, то вы, ну, действительно перегорели и переоценили и себя, и своего партнера. Хорошо, давайте теперь тогда посмотрим,
Вот представьте себе, вы оба молчите, да? Вы оба молчите. Вот что на самом деле стоит за этой тишиной? Вне этой ситуации, вне того, что я уже сказал, что вы перегорели, что вы остыли, там, потеряли интерес, затупили друг друга о лидерство и так далее. Да, вот. Что на самом деле стоит за этой тишиной? Ну, за этой тишиной стоит, как минимум, так и должно быть пока что, потому что первая карта, ну, как бы карта первая, что она будет обозначать, она всегда обозначает гармонию. Поэтому, если вы молчите, то вы подсознательно стремитесь к гармонии и, как минимум, надеетесь на то, что все будет хорошо. То есть, эта тишина, она как бы, ну, пока она благодатная. Пока что. Огонь этой звезды и это молчание. И за этой тишиной стоит благодатный, холодный огонь надежды. Вот так. Почему говорю холодный? Вы же перегорели. Перегорели. Вы как бы показали максимум за короткий промежуток времени. Но, естественно, вы остыли. Да? Остывание здесь за этим стоит. Но оно пока что, это остывание, идет на пользу как вам, ну, кто смотрит, так и вашей второй половинке. Ну, вот так вот. Хорошо, давайте теперь тогда спросим, как он, ну, ваш партнер, мужчина, женщина, воспринимает вот этот вот период молчания. Ну, не все же, да, допустим, воспринимают хорошо или плохо. То есть посмотрим, может, ему хорошо в этом периоде молчания. Как он воспринимает этот период молчания? Ну, смотрите, эта карта, она обычно о потрясениях. То есть человек, ваш партнер, он потрясен. Башня, то есть вот помните, я говорил, здесь башня, вот она рядышком как раз и лежит. Вот здесь 13-й аркан, а эти два дают страшный суд. Смотрите, 17-16. То есть партнеру вашему не очень хорошо, его колбасит, его треморит, ему сносит башню, да, у него могут быть даже панические атаки, и у него может быть падение во всех сферах его жизни или во многих важных жизненных сферах. То есть как партнеру это молчание, оно как бы бьет его, да, он страдает в этом молчании. И давайте теперь тогда спросим, ну, автоматически отсюда, а как вы сами это воспринимаете? Вот эти две карты, как вы сами воспринимаете это молчание? Проверим. Проверим. Как вы сами воспринимаете это молчание? Ну, вы знаете, карта неплохая на самом деле. А вы как бы, не знаю, осознанно или где-то, у меня почему-то в глубине сердца вы воспринимаете это молчание как шанс на что-то новое. Ну, ладно, пусть он молчит. А я вот буду вдохновляться чем-то другим, допустим, да. И буду где-то себя как-то мотивировать. Возможно, даже этот расклад, он для вас есть мотивационным. Да, кстати, карты достаточно такие, карты художника, да, как говорится, тут все в красках. Ну, вот вы и мотивируете себя на трансформацию вот эту по двум десяткам, по страшному суду, да. Поэтому я скажу, что у него вот это молчание, восприятие этого молчания намного хуже, чем у вас. У вас это надежда на что-то лучшее. То есть даже если вы надеетесь на эти отношения, что они продолжатся, как бы вам плохо не было, вы все равно кайфуете. А ваш партнер страдает. Вот в этом есть ваша разница. Я скажу вас, ну, если вы особенно женщина здесь, я вас хвалю. Ну и мужчину тоже хвалю, потому что вы умеете видеть в плохом хорошее что-то, да. Вот такое. Какое? Это хорошее качество, да? Ну какое? Такое классное. Вот я вам лайк ставлю, а вы мне за то, что мы друг друга, да, подкачиваем, прокачиваем, да, мотивируем друг друга. Ну, хорошо. Давайте тогда посмотрим, что он, ну, твой партнер, да, мужчина-женщина, думает о тебе прямо сейчас. Да, вот эта карта, она немножко о наивности какой-то, но эта наивность вам тут нужна, она вас спасает. Итак, что он думает о тебе прямо сейчас? Смотри, тут ферзя или что-то важное, да? Ну вот как раз у меня идет этот поток. Что он думает о тебе прямо сейчас? Что думает о тебе прямо сейчас?
Ну, смотрите, он считает вас человеком искусства. Или человеком, который искусно умеет быть спокойным, держать, сохранять баланс в кризисных ситуациях, и он думает, что вы справитесь с этой ситуацией. Ну, наверное, ощущает, что вы спокойнее воспринимаете, чем он. То есть он думает, что вы спокойно справляетесь с тем, что он молчит. То есть, с одной стороны, если он не хочет вам сделать плохо, если не хочет сделать плохо этим молчанием, то он вас как бы поддерживает, и он доволен этим. А если хочет подсознательно, вдруг манипулирует молчанием, тогда он недоволен, что это вы так тихо молчите. Понимаете, да, о чем я говорю? Ну, как минимум, мы будем сегодня смотреть с точки зрения некого ресурса, да. И я бы так сказал, что, этот человек думает, что вы как бы никуда не денетесь, поймете все и как минимум не разорвете мосты и связи с этим человеком, с ним. То есть он думает, что вы не хотите разорвать пока еще эти отношения и готовы пойти на какой-то компромисс. Слышите, да? То есть вот таким вот образом. Но он думает, что вы в этой тишине тоже восстанавливаетесь и что вам не страшно, как минимум, и что вы в безопасности. Но он так думает, да, что вы не боитесь и что вы в безопасности. Окей. Хорошо, давайте еще дальше. Теперь посмотрим следующий вопрос. Вот мне еще, я пока думаю, даже не думаю, а из потока ловлю его, да. Есть ли у вашего партнера внутренний конфликт по поводу этого молчания? Башня, учитывая то, что он воспринимает это молчание не очень хорошо, я подозреваю, что он есть. И давайте посмотрим, есть ли он на самом деле, и какого он характера, да, какой это внутренний конфликт, насколько он сильный, что карты скажут. Окей. Конфликт внутренний есть. Это карта мечей, она конфликтная, но он понимает, что он достаточно дерзкий, где-то он дерзанул, да, то есть перегнул. Вот, и он четко понимает, что здесь никто никому ничего не должен. То есть вы ему не должны, и он вам особо не должен. То есть вы свободны как бы в этих отношениях. И он понимает, что тоже должен выдерживать. То есть, как бы туз мечей, он часто еще и о дисциплине какой-то, каких-то правилах. Это может быть, он понимает, что он идет больше по каким-то своим правилам, да, шестерка жезлов, это же какие-то правила победителя. И, он, возможно, пользуется правилом силы или сильного партнера и говорит, победителей как бы не судят, кто сильнее, тот и прав. Поэтому какой у него внутренний конфликт? У него внутренний конфликт между свободой этих отношений, своей силой и своей дерзостью, да. И вот то, что он там надерзил, то, что он, ваш партнер, пользовался правилом сильного человека или победителя, в этом и есть суть его конфликта. И он понимает, что где-то он, может быть, ошибался, что где-то, может быть, он перегнул, что где-то он, может быть, сильно свободный, там, да, вот. То есть он понимает где-то свои ошибки, свои гипертрофированные или гиперболизированные, да, наоборот, гиперболизированные свои побуждения, да, или проявления, или, может быть, даже стиль общения, да, вот туз мечей это все-таки еще и общение. То есть он понимает. Окей. Свой внутренний конфликт он понимает, в чем проблема, да. То есть он как бы для себя как минимум понимает. Какие чувства, да, вот давайте спросим, какие чувства он испытывает сейчас к вам, да? Мысли мы уже посмотрели, да, какие чувства. Вот что думает, понятно, а что чувствует? Что чувствует?
Но знаете, вот все-таки, да, тут не только женщина, да, такая в печали. Он тоже печальный капец просто какой. Печальный клоун, который как бы играет, маска играет, все пропало, да. Что чувствует? Чувствует, что может потерять вас. Чувствует, что разочаровался, что надежды его тают. И он, ну, как бы в такой, он действительно в такой, как бы, ну, не то чтобы панике, но он понимает, да, свой внутренний конфликт, но пока с ним этим конфликтом ничего не может сделать. То есть он как бы осознает, но понимает, что может потерять вас. То есть у вашего партнера здесь позиция более слабая, чем у вас, имейте в виду. То есть, ну, вот так получается. И единственное, что как бы для вас здесь может быть, это разочарование, да, то есть по поводу вас, если он разочаровался, ну, то тогда, конечно, тут, как бы, знаете, все очарования, да, разочарование от очарования. Я в вас разочаровалась. Так я же никого не просил, да, очаровываться. Вот точно так же и у вас, да, где вы, может быть, друг другу ничего действительно и не должны здесь, это свобода, но очарование и разочарование, они всегда рядом. Поэтому что он чувствует по отношению к вам? Он как бы чувствует, что то, на что он надеялся, оно не реализуется. И то, что он как минимум или разочаровался, или отчаялся, при этом он еще и не знает, что с этим делать. Да? Понимаете? То есть действительно ступор, очень сильный ступор. Ну окей. Хорошо, а давайте теперь спросим, есть ли в нем страх, ну, учитывая то, какой тут аркан и какой тут персонаж выпадает, да, есть ли в нем страх и сомнения по поводу ваших отношений? Теперь, да, раз уж тут разочарование, да, ну, страх и сомнения, есть ли? Ну, он понимает, что вы как партнерша особенно здесь достаточно зрелая, да, такая сформированная и здравомыслящая, осознанная, да, опытная. И давайте так скажем, он где-то даже вот, если он боится, то он боится вас потерять. Он боится вас потерять пока что, да. И если здесь брать составляющую, ну, выгоду какую-то, да, то он может бояться, что если вы управляете финансовой стороной, если вдруг у вас там общий бизнес, общее имущество, общие кошельки, там, я не знаю, вклады, ну и так далее, то он может переживать и бояться именно вот материальной составляющей, что эта материальная составляющая будет под контролем у женщины. То есть два момента. Один корыстный, где ваше управление материальным миром, деньгами, ну, ему не очень может быть приятно или выгодно, или лучше бы, чтобы этого вообще не было, да, чтобы все было у него под контролем. Ну а с другой стороны, он не готов вас терять. Тут уже смотрите сами, тут может быть и то, а может быть что-то по отдельности, да, тут смотрите, прикладывайте к своей ситуации. Но здесь смотрите, королева пентаклей, башня и тройка пентаклей, это все материальная вертикаль. Поэтому здесь вы как внешний, ну как человек, он боится вас потерять, ну и точно так же он боится потерять контроль над финансами. Тут такая ситуация. Окей. То есть корысть или выгода упущенная и страх по этому поводу может быть здесь. Хорошо, тогда давайте спросим. Давайте спросим. Глядя на вот эту вот всю картину. Ну а что его держит? Что его держит? Чтобы сделать, или что его сдерживает, да, точнее. Ну или держит. От того, чтобы сделать шаг навстречу. Вот что его сдерживает? А сдерживает его любовь. И либо он вас уже полностью не любит совершенно, да, ну так получается, да.
либо он не разобрался в своих чувствах. Двойка кубков — это принятие второй половины. Поэтому я ограничусь чем? Я ограничусь тем, что скажу, что сдерживает его любовь. Может, он не хочет навредить, а может, он не понимает, что он любит на самом деле вас или нет. То есть его сдерживают чувства любви. А вот какие они? Отсутствующие? Или они присутствуют, но в разочаровании, да? То есть, может быть, он так разочаровался, но любит вас, и теперь он ищет вот эти новые ступеньки, чтобы выстроить новые связи, за что зацепиться, на чем теперь строить. То есть он как бы себе объясняет: ну хорошо, если в этого нет, то тогда что я буду, за что я буду цепляться, да? Ну, например, в материальном мире, как я буду выстраивать, на основе чего, если, например, в человеке не хватает того, что мне нужно, да, на что я рассчитывал. То есть, по сути, я вам так скажу, у меня пока похоже, что у вашего партнера происходит перезагрузка его матрицы восприятия вас, да, или восприятия мира, связанного с вами. Да, то есть его мир, по сути, по башне рухнул, он выстраивает, как бы цепляется за вот эту королеву пентаклей, где-то за вас цепляется, но пытается подобрать, за что я буду вот здесь, чем я буду с ней связан, что нас может связывать. Понимаете, да, о чем я говорю? Давайте спросим, чувствует он ли, как раз вот здесь чувство, вину за паузу, потому что шестерка жезлов — это вот как бы вину не чувствую, а здесь могу чувствовать. Чувствует ли он вину за эту паузу в молчании, да, в том, что вы не говорите, не общаетесь сейчас? Чувствует ли он вину? Да, есть такая вот у него шестерка кубков, все уходит в эмоцию. И здесь, видите, 6 и 6, 12, это повешенный, да, и он страдает. Вот поэтому у него вот эти вот карты страдальческие проскакивают. То есть, да, ну как бы к радости для вас и к сожалению для него это чувство вины есть. Но осознает ли он это? Да, где-то, потому что вот тут он борется, он разговаривает сам с собой, да, то есть он ведет такой внутренний диалог, где пытается объяснить себе все вот эти вот внутренние конфликты, да. Вот. И где-то я скажу так, что ну, может быть, даже где-то он в глубине души сожалеет. То есть, да, чувствует вину. Хорошо, давайте тогда теперь спросим, вот, есть ли у него ощущение, что вот вы должны выйти на связь первым, да, первой. В общем, есть ли у него ощущение, что ты должна, например, выйти первая на связь, или ты должен выйти первым на связь? Ну, он так считает, что ты должна первая или ты должен первым. Пока да. Пока да. Здесь рыцарь мечей, но это карта претензиозная. Мы бы могли сказать, что здесь мужчина считает, что он должен выйти первым на связь. Нет, нифига. Здесь претензия просто. Поэтому да. То есть он чувствует вину, но пока пытается быть в доспехах, да, пытается быть ферзем, да, а без ферзя играть нельзя, кто знает. В шахматах есть такая, ну, как бы пословица, да, такая шуточная, но, ну, как бы она иногда и говорит о том, что когда ты забрал чужую фигуру главную, да, без ферзя играть нельзя. Все, сдавайся, типа я ферзь, да, то есть как бы доминация. Да, пока что конфликт не закончен, и он считает, что вы как бы, ну, должны пойти первый на связь. Тем более это паш мечей или даже это рыцарь, извините, это не паш, это рыцарь, это конфликт не закрытый. Конечно, тут вообще претензия такая огроменная, я извиняюсь. Рыцарь мечей. То есть конфликт не закрытый, поэтому да, естественно, и чем раньше, тем лучше. А ну давай бегом выходи ко мне на связь. Да. Ну хорошо. Тогда давайте, то, что он считает, это одно, а планирует ли после вот этого вот аркана, да, пятерочки кубков, планирует ли он сам появиться? А планирует ли он сам появиться?
Вряд ли. Нет, пока не планирует. Он на эмоциях, он там запутался в себе, да, в своих чувствах. Нет. Луна. Луна, цветы, цветы. Диагностику магии не делаем сегодня. Но если вдруг вы знаете, что соперница есть, если вы знаете, что есть соперница, то здесь на то, что он не планирует и отчаяние, и звезда, видите, десятка кубков, все такое, вода, воздух, все вода и воздух. Водолея много, водолей. Да и луна, и водолей. Я скажу так, что если вдруг кто-то знает, что есть соперница вдруг появилась, мы здесь, видите, идем пока из потока совершенно другие вопросы вытягиваем. Ну, можно заподозрить, что здесь есть магия. Можно, но это нужно делать действительно отдельно диагностику, смотреть желательно персональную, да, на отношения. Окей? Окей. Не планирует пока, то есть. Ну, давайте так. То, что он считает, что вы должны первое появиться, это одно. А вот ждет ли он этого? Ждет ли он того, что вы сделаете первый шаг? Ну что, все прям женское, да? Ну да, то есть он как бы пока пребывает в не лучшей форме энергетической, девятка жезлов. Он считает, что он сделал все, всего добился, да, такая девяточка жезлов. Замкнуто здесь, страх отношений, некая отсрочка, но это по этой карте. Вообще карта сама по себе, она позитивная, но здесь мужчина как бы використав усі зусилля, да, и использовал все свои ресурсы, да, какие-то энергетические, и считает, что тут ему все должны. Поэтому да, он вот как бы ждет ли он, что ты сделаешь первый шаг? Да, ждет, но у девятки жезлов у него пока, ну, давайте просто банально скажем, не очень хватает сил на это, да. Ну, давайте, коль уж все он прямо на вас ответственность скидывает, да, там, и думает, что там, ну, считает, что ты должна, и ждет, да, на что он готов вообще, да, какой он готов шаг сделать, или готов был бы сделать шаг. Давайте так, какой он готов был бы сделать шаг, да, вот почему-то такое. Вот все-таки какие-то шаги тут есть навстречу, да, двойка кубков это встреча, паж жезлов прям тоже неплохая карта, да, на встрече. На какой бы шаг он готов был бы сделать? Да, ну тут примирение, прям мир. Ну, возможно, если вы пойдете на какие-то шаги, то идя к нему навстречу, он бы пошел бы тоже навстречу. Пока у меня такое ощущение. Но, учитывая эту карту, да, мир, да, выпадает. Сами же можете посмотреть ее значение. То есть это выход из ситуации. Да, ну, как бы по миру можно там вообще потерять связь, разорвать, да, и перейти в разные миры, там, условно говоря, один в одном мире, другой в другом. Но, тем не менее, какой бы шаг он готов был сделать, примирение и найти какой-то выход из ситуации, да, ну, какое-то среднеарифметическое, возможно, да, подобрать сюда. Хорошо. А давайте тогда спросим, ну раз так, а что же, что же могло бы его подтолкнуть к контакту, да? Что могло бы его, что может его подтолкнуть к контакту? Нифига себе. Барышня тут звонит. Берите телефон и звоните, и через час он будет у вас. Но, тем не менее, подтолкнуть к контакту может быть только отягощение ситуации и, возможно, даже и женщина с телефоном. Поэтому, возможно, напрасные какие-то надежды и доведение себя еще до большего отчаяния, поскольку десятка жезлов, девятка жезлов прямо рядом, мир. То есть, знаете, как, ну, как бы довести себя до ручки, да, до полной, довести до полного отчаяния себя, да, до максимального отчаяния, до безумного отчаяния, да, как это называется, как бы довести ситуацию до абсурда. Поэтому что может его подтолкнуть? Давайте выходите на связь, ваша инициатива, у меня такое почему-то, да. То есть, по сути, как бы, даже на карте вот написано чужие проблемы.
То есть это ваши проблемы. То есть он перекладывает в себя ответственность. Ну, возможно. То есть ваш партнер, партнерша, да, доведены до такого состояния, где ему или ей уже плевать, как будет дальше, да. И вот если вы пойдете навстречу, он будет там как-то там подавать знаки или делать какие-то ответные движения. Не пойдете, ну, будете, не знаю, будете ждать пока. Море погоды, да, вот такое пока, да. Окей, такая тут ситуация интересная. Хорошо. Давайте еще посмотрим. Есть ли в его поле люди, да, ну тут мы учитываем, что есть чужие проблемы, интриги, какие-то там напрасные надежды. Есть ли в его поле люди, которые мешают вашим отношениям или отвлекают его? Нет, пока этих людей нету. Таких вот прямо, если только это не соперница, о которой вы знаете. Ну, 4 кубков его все достало. То есть он замкнут в себе пока. Вот она, 9 жезлов, 10 жезлов. Вот это 5 кубков. У вас вообще у партнера такой, знаете, кризис ситуации, кризис возраста, кризис и в мозгах даже. Но он хотя еще там что-то с собой, какой-то диалог ведет. Насколько он адекватный, да. Ну, покажет время, и вы сами знаете, насколько он адекватный. Хорошо. Вот смотрю я на эту вертикаль, на вот эту вот 10 кубков, звезду, 5 кубков и луну, да. То есть вообще противоположные карты. Давайте спросим, а что будет, если вы вдруг, ну тут женщина прям, вы вдруг сама выйдете на связь? Что будет, если ты сама выйдешь на связь, например, да? Вопрос для женщины как раз. Ну, хуже не будет. Это сдвинет ситуацию с мертвой точки, многое прояснит, и часто эта карта на позитив, на исцеление. То есть будет больно, но не хуже. То есть лучше это сделать все-таки. На карте написано прогресс, перемены и путешествие к исцелению. Но 6 мечей — это ответственный ход, где всегда ты не жалеешь о том, что делаешь, и жалеешь о том, чего не сделал. Поэтому да, лучше первой выйти на связь. Ну, как минимум, ну, покажете, что вы сильнее. Окей. Хорошо. Ну, а если ты все оставишь так, как есть? Давайте спросим, что будет, если ты все оставишь так, как есть? Вот что будет? Что будет, если ты все оставишь так, как есть? И так успех. Но почему-то у меня по этой карте еще быстрее будет, лучше. Поэтому, смотрите, учитывая то, что я здесь вижу, для вас, особенно как для женщины, допустим, да, здесь оставить все как есть, даже может быть лучше, это быстрее прояснит ситуацию. Поэтому, ну, пока что лучше оставить все как есть. Я почему-то в приоритет 8 жезлов ставлю, чем 6 мечей. Да, 6 мечей она более такая холодная, более болезненная, а 8 жезлов это такое о влюбленности, о какой-то динамике. Поэтому не торопитесь пока. Пока не торопитесь. Вот между тем, как выйти на связь и оставить все как есть, пока выберите и оставьте все как есть. Пока что. А там будет видно по ситуации уже. Ну, давайте и так. Здесь 6 на все как есть. Точнее, на связь. На связь можно выходить не раньше 6 дней. Но лучше через 8, а то и через 14. Слышите, да? Ну хорошо, тогда давайте спросим. Вот мир, да, это как будто бы о каком-то будущем, да, о какой-то перспективе. Какое будущее он видит для ваших отношений? Или какую перспективу он видит в отношениях сейчас? Пока не видит никакой
перспективы. Видите, все-таки он действительно болит, его сердце, тройка мечей. Действительно человек разочаровался. То есть тут как будто бы как треугольник может быть. Ну, я сюда не накидываю сейчас треугольников каких-то. Давайте так, на данный момент он не видит никакого будущего в ваших отношениях. То есть у него болит сердце. Может быть, для этого надо от 6 до 14 дней. Да? Поэтому как-то так. Ну, чтобы оно переболело, как говорится. Ну, давайте тогда спросим, а какой урок для вас эта ситуация несет? Какой урок вы прорабатываете в этой ситуации? Не знаю, ваше, вот у меня почему-то идет, что, ну, тут видите, туз жезлов и пас жезлов. Вот эти, помните, вот отмотаете на вот эту карту. Так вот, как здесь вас это побуждает к чему-то хорошему, новому, так и здесь. То есть вы учитесь в любой кризисной ситуации иметь намного больше ресурса, чем ваш партнер. То есть эта ситуация несет вам урок, что какая бы ни была плохая ситуация, вы все равно можете быть вдохновленной, озаренной творческой искрой, быть с инициативой, энтузиазмом. То есть эта ситуация для вас, она вас должна подпитывать и воодушевлять. То есть чем вы хуже вашему партнеру в этой ситуации, как ни парадоксально, лучше вам. Почему так? Я не знаю. Ну, как может быть, вы уже тоже настолько устали, что быть вам на дистанции лучше и энергетичнее и полезнее. То есть вы набираете сил, творческих сил. И у вас еще в который раз скажу, что у вас этих сил больше, потому что вы тут, скорее всего, ферзь, а он все остальное, король, например. Ну, а король в шахматах самая слабая фигура. Поэтому давайте я так скажу. Из всех уроков, которые несет именно эта ситуация с этим партнером, продолжай идти к своей цели. Все, вот этот урок. То есть, и наполняйся силами. То есть, помни о том, что главное для тебя это твоя энергия силы, здоровья, либидо, творчество. А все остальное это не имеет, по сути, никакого значения. То есть, будешь иметь энергию, будешь иметь все, что захочешь. Не будешь этого иметь. Если у тебя этот партнер будет забирать это, а здесь, кстати, о конкуренции в энергиях, ну тогда потеряешь себя, может быть, даже потеряешь свою жизнь или потеряешь себя в этой жизни. То есть, может быть, потеряешь свое я, хотя, ну, как бы не сколько я, сколько свою энергию. Может быть, вы как бы друг другу не сильно подходите энергетически, подвампириваете один другого. Ну, такое тоже может быть. Почему? Потому что вы перегорели быстро, да? Если отношения сначала, да. Ну, а может быть, просто вы уже долго в отношениях, когда эта семья уже сложенная была когда-то. Хорошо, давайте тогда спросим, ну вот здесь тогда, а есть ли смысл тогда продолжать эти отношения? Ну, логически, да, идем логической цепочкой, десятка пентаклей. Есть ли смысл продолжать, если четверка кубков все достала? Есть ли смысл продолжать? Ну, да, смысл есть, форма-то есть, король мечей это форма. Ну, как минимум, смысл есть для мужчины здесь однозначно, есть смысл продолжать, чтобы он становился сильнее. Мужчина здесь в этих отношениях слабее, чем женщина. Почему-то у меня такое идет. Да, женщине тоже может быть неприятно это молчание, но она как бы все равно вдохновляется, все равно она как-то поднимается, наполняется энергией. А мужчина здесь, он все время в мечах какой-то, да. Давайте так скажем, здесь есть не сколько смысл, сколько есть логика. Ну, а логика и смысл, они где-то рядом. Поэтому есть ли смысл? Да, пока что да. Сколько по времени? Даже не могу так точно сказать. Король, он обычно у Водолея в воздушном знаке. Ну, давайте, если вы сильно торопитесь, до ближайшего воздушного знака. Если не сильно торопитесь, ну, как минимум до Водолея. Но учитывая то, что мы сейчас в периоде Водолея находимся, да, то ну как минимум месяц. А если вы находитесь там уже там в другом месяце, то смотрите ближайший воздушный знак. Или опять-таки ждите Водолея. То есть, ну это обычно это там год, да, условно, это конец года, да, обычно. То есть или максимум год, или минимум до ближайшего воздушного знака. Близнец, Весы или Водолей. Ну вот так.
Ну, эта карта еще как бы она о войне, о служивом человеке и, возможно, до окончания войны, конфликтов каких-то или человека, который находится на службе. Ну, до того, как отслужит, например, да, или освободиться со службы. Ну, такое что же часто бывает, что человек не всегда там, может быть ближе, например, да, или разговаривать чаще. Ну, а из-за этого и страдают отношения, да, часто. Окей. Хорошо, давайте тогда спросим. Даже вот я хочу еще вернуться вот к этой карте. Тоже человек, особенно вот если спросить, есть ли смысл ждать, например, его шагов навстречу, но тоже от обстоятельств зависит многое, да. Поэтому, ну, пока да, мы договорились. Хорошо. Давайте теперь спросим, что привело к этому молчанию? Не что стоит за молчанием, а что привело к этому молчанию. Ну, здесь туз пентаклей. Прежде всего, это его внутренний порыв, его внутренняя энергия, его внутреннее семя. И женское семя, да, и мужское семя. Вот у каждого из нас есть свое семя, мужское и женское. Здесь к этому молчанию привели прежде всего его или ее импульсы внутренние, которые находятся на материальном уровне. Это либо деньги, либо творчество. Ну, а творчество — это энергия выгорания все-таки. Поэтому здесь человек, мужчина или женщина, не может давать пока что-то новое. Он не может ничего нового на материальном уровне предложить. Ничего материализовать он не может. Он ничего не может дать. По каким причинам? По разным. Либо он далеко находится на дистанции, либо он не зарабатывает, либо ему не хватает, либо ему надоело. Разницы нет. Но это из-за него внутреннего, из-за его внутреннего состояния. Ну и ваше внутреннее состояние, как партнера или партнерши, оно может быть зеркальным, аналогичным. Поэтому и деньги, и его внутренний ресурс могут иметь здесь значение. И может быть причиной того, что вы молчите сейчас. Давайте спросим, были ли скрытые причины какие-то отдалиться? Были ли у него скрытые причины отдалиться? Ну, только болезнь, здоровье и поиск себя в этих отношениях, поиск истины в этих отношениях. То есть это такая, отшельник — это глубокая карта, и она о чем-то духовном. Поэтому, ну, как минимум, если у него была скрытая причина, то он либо заболел душевно, духовно, да, либо начал искать себя в этих отношениях. Кто он, да? Мы же помним, что у вас была как бы конкуренция за главного, да? Давайте тогда спросим, ну вот если что-то, о чем вы не подозреваете, да, мы в скрытых моментах таких пока копаемся, в тайнах, да, вот чувствуете, мы пришли в отшельника в тайны, через закрытую дверь в тайны идем, да. Если что-то, о чем ты не подозреваешь, да. Ну, здесь отношения еще могут быть драматичными, могут быть. И ты не подозреваешь о страсти и вспышке энергии. Вот почему-то у меня такое идет. Аркан сила выпадает. То есть у меня такое ощущение, что как минимум вы оба скрываете еще потенциал в этих отношениях. То есть можете ли вы еще дать сюда, привнести в эти отношения? Да. Можете ли много дать? Да. Но должна вспыхнуть страсть на фоне некого драматизма и вопрос в накоплении энергии и, возможно, преодоление страхов. Вот такое. Хорошо. Давайте его истинные страхи. Вот чего он боится по-настоящему или больше всего? Чего он боится по-настоящему или больше всего? Истинные страхи.
в этих отношениях. Ну, тут финансовые, видите, кубышка или свинья, копилка. Ну, ваш партнер, партнерша боится как минимум борьбы за свои интересы, за свои идеалы, за свои границы. И ну, он не знает пока, как вы будете преодолевать те препятствия, которые у вас сформированы, особенно на материальном уровне. Да? Свинья-копилка и туз монет. То есть на какой основе вы будете выстраивать свои отношения, на каких правилах, на каких законах, на каких гарантиях, может быть, даже, да? Кто кому что будет гарантировать. Вот такое. Да, интересные такие отношения у вас. Пришло время подписаться на канал, поставить на паузу, поставить лайк. Ну и после не забудьте написать комментарий. Это помогает продвижению видео. Хорошо, давайте спросим. Вот как ваш партнер оценивает некую значимость этих отношений в своей жизни? То есть они значат, что или что значат эти отношения в его жизни? Ну, я вам так скажу. Он оценивает эти отношения как изменение своей жизни к лучшему. Это двойка пентаклей. И здесь она действительно... Эти отношения помогают ему жить лучше, быть лучше, менять жизнь качественно, в лучшем направлении. И, возможно, не хватает какой-то гибкости, баланса не хватает. Или не хватает способности к адаптации вам или ему. Ну, вообще здесь по этой карте обоим не хватает. Ну, возможно, ему больше не хватает, потому что, может быть, действительно он больше отдал, да, в этих отношениях, да, или на начальном этапе. Или он не видит открытости вашей, потому что здесь вот женщина спиной и он спиной, поэтому и женщина опять спиной, да, все-таки, да. То есть, если вы на начальном этапе, как женщина, повернулись к нему спиной и, знаете, считаете, что мужчина все время что-то должен, так вот тут вот вы как раз и ошиблись. Вам никто ничего не должен. Хорошо. Ну, такое вот интересно. Может быть, уже будем заканчивать, но у меня еще вот я бы хотел несколько вопросов. Да, давайте еще какой-то такой у меня потоке идет вопрос. Что может изменить ситуацию в лучшую сторону? Вот почему-то вот гляжу на вот эту картину. Что может изменить ситуацию в лучшую сторону? Ну, во-первых, вам как женщине надо иметь такую твердость духа, волю и уверенность в себе. То есть просто вот женщина здесь, она вот постоянно в ресурсе, да. Здесь может изменить все женщина-королева жезлов, женщина огня, это овен, лев или стрелец, или женщина, которая умеет управлять энергией огня, секса и магией. Поэтому, ну, это женская сила, это ваша сексуальность, это ваша магия женская, это ваша внутренняя ведьма, прежде всего. Ну и где-то это страстность и сексуальность все-таки больше. Возможно, умение противостоять магии, если вы подозреваете или знаете, что на вас магичит соперница. Вдруг, да? То есть нужно быть, ну, не отчаиваться и бороться, там, отбивать магические атаки, ставить защиты, блоки, бумеранги, обратки и так далее. То есть, ну, вести эту магическую борьбу. Вот давайте тогда спросим еще сюда, как вам стоит вести дальше себя. Вот, коль уж мы начали смотреть такие моменты, как тебе стоит себя вести дальше. Смотрите, вот на этой карте, ну, это капитан, который, да, уходит в дальнее плавание. И он идет от себя юного к себе взрослому. Зреет на дистанции. То есть вам нужно дать возможность вашему партнеру, особенно женщине, дать мужчине возможность прожить прожить вот эти психологические травмы, боли и страдания. А вот партнер вот здесь действительно так вот не очень в тонусе. И здесь на карте так и написано: проживание психологических травм и боли и страданий.
ну, рыцарь жезлов — это отдаление, и проживание — это на дистанции. Вот как раньше молодые люди уходили на корабле в моряки и приходили уже там такими мужчинами, которые видели все, да, потому что они проходили через смертельно опасные испытания, да, ну, кто историей интересуется, да, там особенно северные, там, покорители Арктики, Антарктики, да, вот, там обычно, да, особенно 18 век, 19 век, да, вот эти вот года. То есть вам, ну вот, как себя вести, ну, оставаться, естественно, самим собой и давать возможность вашему партнеру тоже проживать это, ну, как бы, как говорится, побыть в этой состоянии этой боли и страдания. То есть относиться с уважением к чужой боли и страданию, да, вот такое вот, как бы даже вот некое такое интересное пожелание, да. Ну, кстати, это не все умеют делать, не у всех это получается, но тем не менее. То есть, да, что дохнешь, не дохни, да, как-то так. Поэтому здесь, ну, давайте так скажем, давать ему проявляться, но и контролировать ситуацию, то есть сохранять баланс между своей инициативой и его инициативой. Вот я вот за баланс в проявлении инициатив, да, вот такое. Давайте тогда спросим, есть ли у вас шанс, вот давайте, есть ли у вас шанс на то, чтобы восстановить контакт? Есть ли шанс на восстановление контакта? Есть, но один. Всего один шанс. Девятка мечей. Вообще эта карта достаточно стрёмная. И как бы многие ее толкуют, а у вас практически никаких шансов. Да, да, по девятке шансов, у девятки мечей, извините, эти оговорка, да, девятка шансов. Ну, то есть у вас как бы один шанс. Да, перед десяткой мечей. Десятка мечей — это уже никаких шансов. А вот девятка мечей — это шанс. 1 из 10. То есть, ну, по сути, немного, 10%. Но, тем не менее, есть. Поэтому, да, есть, но немного. И, скорее всего, он 1. Или 1 из 10. Окей. Но здесь вам, против вас играют ваша тревога, его тревога, ваше чувство вины, его чувство вины, и ваша беспомощность, и его беспомощность. Но учтите, что беспомощность вашего партнера, она пока что выше, чем беспомощность ваша, как женщины, да? Вот здесь у женщины ресурса больше. Поэтому мужчины, можете расслабиться, если вы с точки зрения мужчины смотрите. Вам пока надо пострадать, помучиться. Да? Ну, для чего-то это вам. Для чего? Ну, мы там кое-что смотрели уже, да? Хорошо. Тогда давайте спросим, а какой важный знак тебе посылает Вселенная через вот этот расклад, вот эту ситуацию, которую мы тут рассмотрели? Какой важный знак тебе посылает Вселенная через этот расклад Таро? Ну, такая интрига сегодня получилась. Да? Десятка мечей. Закрытие, завершение, но возрождение. Смотри, ты всего в одном шаге от того, чтобы все прекратить, и в одном шаге от того, чтобы, возможно, все возродить. Сделай этот шаг, рискни. Почему-то у меня, вот я прочитал, видите, десятку мечей, девятку мечей рядом, 9 и 10 это солнце. А чем ты рискуешь? Спрошу я тебя. И вот поставь на паузу и напиши. А я рискую тем-то, тем-то, тем-то. И вот когда вы напишите в комментарии, отправите его мне, прочитаете уже, вы осознаете много для себя, чем вы рискуете и рискуете ли вы по-настоящему. Ну, вот такой вот интересный посыл. Давайте последнюю карту возьмем и все-таки спросим, а вот какой финальный совет карт и такой: двигаться дальше? Вот просто двигаться ли дальше или ждать? Я сказал двигаться, да? Ну и рыцарь Пентаклей, карта такая вообще настоящая. Давайте я скажу философски немножко. Учитывая то, что я здесь вижу на этой карте, эта карта вообще рыцаря Пентаклей. Она говорит: остановись. Во-первых, остановись.
И настойчиво, слышишь, настойчиво и ответственно подумай о достижении своих целей. И если ты в этих отношениях видишь свою цель, видишь возможное продолжение и общие цели тебя, твоего партнера присутствуют, то остановись и настойчиво продолжи, после остановки продолжи движение к своей цели. То есть, ну смотри, здесь же все равно оно как бы в движении, ну карта просто так нарисована. На самом деле эта карта, она изображается как стоящая лошадь с всадником, но здесь ее почему-то, да, окрыление сделали, ну для чего-то. Ну, авторы так видели, да. Но я вам и толкую, что нужно сейчас сделать паузу и продолжить после того, как у тебя появятся силы. Возможно, тебе нужно переспать с этим раскладом, а завтра утром, переслушав его еще раз, написать, что вы услышали или увидели, или почувствовали на цвет, на вкус, на запах, на слух новые краски в этом раскладе. И в отличие от того, что вы слушали сегодня, и в отличие от того, что вы слышите сейчас, у вас появилась сегодня, сейчас, а между ними какая-то середина. И вы можете написать в комментарии, что вчера вы слышали одно, сегодня другое, а середина, она вот такая, и вот так вы себя и поведете. Ну уж, друзья, расклад получился сильным, да, и многослойным. Ну и иногда молчание говорит за себя громче всяких слов. Теперь у вас есть понимание, чего ждать дальше и как лучше поступить. Прислушайтесь к себе и знакам судьбы, которые вы видите на этом столе, на раскладе Таро сегодня. А если хотите более детальный личный разбор вашей ситуации, пишите. Мои координаты вы найдете в закрепленном комментарі і в описании к этому відео. Міра вам і вашим мірам. Бережіть себе, кохайте себе та світи, які оточують вас. І не забувайте, що не тільки від вашого партнера залежить майбутнє ваших стосунків, а іноді від вашого сумління, наснаги та звитяги. Лишайтесь на зв'язку, побачимось, па-па.